Всем привет! Меня зовут Диана, и это второе видео на моем канале. И сегодня я хочу рассказать вам 25 фактов обо мне, а также ответить на вопросы, которые вы задавали в моем телеграм-канале. На самом деле задавали вы их уже немножко давно, месяца 2 назад, но я надеюсь, что прошло не так много времени, и те люди, которые их задавали, все еще помнят эти вопросы, потому что я их выписала. Это видео создано, чтобы познакомиться с вами поближе, возможно, рассказать о себе чуть больше. Для этого я решила совместить приятное с полезным и ответить как на ваши вопросы, так и рассказать немножко о себе. И начну я, пожалуй, с того, кто я. Меня зовут Диана, мне 18 лет. Я родилась в городе Барнаул Алтайского края. После этого я жила в основном всю свою жизнь в Бийске, это также Алтайский край, но более маленький город. После чего я уже переехала в Москву и после этого уже жила не в России. Если быть точнее, то из Москвы я переехала на какое-то время в Азербайджан, это моя родина по папе, и после этого переехала в Аргентину и живу здесь уже 2 года. Я 10 раз меняла школу, потому что я меняла школу как и внутри России, внутри одного города, просто из-за того, что мы переезжали, или я хотела поменять специальность, что-то такое. И так получилось, что 10 раз я попадала в разные коллективы за мои 12 или 13 лет учебы. И это помогло мне быстрее адаптироваться в любом коллективе. Это не точно. Я довольно везучая часть населения, а может быть не совсем. Потому что родилась я сразу с 2 аномалиями сердца. Вот почему я показываю 2. Первая моя аномалия — это дефект межжелудочковой перегородки. Это такая штука, что у всех младенцев, то есть когда они рождаются, есть небольшое отверстие между желудочками, и оно, по идее, должно закрыться уже при взрослении. У меня оно решило просто не закрываться, что привело к не очень хорошим последствиям, и пришлось сделать операцию. Мало мне было того, что у меня просто вот такой вот дефект был необычный. Он не супер редкий, но и не супер частый, как бы так. Он встречается у какой-то части населения. Если один дефект мне прооперировали еще в детстве, то второй я обнаружила буквально пару месяцев назад в свои 18 лет. И до этого вообще ни разу никто не замечал его у меня. Это то, что у меня есть добавочная левая полая вена. Или как она называется, ЛВПВ. И встречается оно буквально у 0,5% населения. Но самое смешное, что эти 2 недуга в общей сложности встречаются всего лишь у 0,05% населения, то есть 0,05% населения. Что делает меня довольно-таки редким уникумом. Еще одно маленькое признание: я бабка. Почему я бабка? Потому что, несмотря на то, что я никогда не ломала себе ничего, у меня отличный, супер, почти практически здоровый организм, но мои колени и мои суставы в целом очень сильно реагируют на погоду. И если завтра будет дождь, снег, град, у меня начинают ныть колени. Я не знаю, что с этим делать, и нормально ли это, но, возможно, просто внутри меня сидит небольшая бабка, которая уже ждет своего выхода на свободу. У меня есть небольшая обсессия на канцелярию, просто повернутая на всевозможных блокнотиках, на ручках, карандашах, цветных карандашах. Я могу не покупать себе одежду и ходить в одном и том же, но если я увижу блокнот, я не смогу пройти мимо него. Мне обязательно нужны куча миллионов блокнотов для того, чтобы организовывать в них свою жизнь, писать в них что-то, рисовать. И даже если у меня их много, я буду запасаться ими на будущее, если у меня в какой-то момент не будет возможности купить себе какой-то красивый блокнот. И это просто не совсем адекватно, мне кажется. Также происходит у меня с уборкой пространства. Я не могу снимать, я не могу, не знаю, учиться, работать, если вокруг меня срач. Конечно, я уже адаптировалась чуть-чуть, как-то я немножко приспособилась к этому, то есть я могу навести порядок чисто вокруг своей рабочей зоны и как бы успокоиться на этом, но все равно мой глаз будет дергаться, если вокруг не идеально чисто, если вокруг есть какой-то мусор. Меня все равно вот так вот немножко будет робить немножко от этого. Я интроверт, просто до мозга костей. Я не только интроверт, я еще и социофоб. И просто из-за того, что, скажем так, с самого детства я была немножечко замкнутым ребенком и не от мира всего, это мешало мне нормально общаться с людьми. И поэтому как бы я очень быстро уставала от самой себя и от людей, и как бы так.
и не очень много с ними общалась, скажем так. Я дома сидела, мне было интересно читать книжки, смотреть аниме, мангу и вот это вот все дело. Но даже сейчас, когда я стала чуть более открытой, я поняла, что на самом деле мне не нужно так много общения с другими людьми. Я реально люблю общаться с интересными людьми, когда, допустим, ходить на какие-то мероприятия, на праздники, возможно, встречаться, гулять. Но я не хочу делать это слишком часто, и такое желание возникает у меня далеко не всегда. То есть я вообще с радостью останусь дома одна, я посижу, я почитаю книжки, поделаю свои дела, и на самом деле к моему настроению прибавляется просто плюс 100 миллионов очков, плюс social credit, если я понимаю, что сегодня я побуду одна, например, я буду предоставлена сама себе, я буду делать, что я хочу, когда хочу и как хочу. Это просто, в эти моменты я понимаю, что да, на самом деле я жесткий интроверт, и просто дайте мне кучу свободного времени, мои хобби, и я буду сидеть и не отлипать от них. И так как я уже сказала, я интроверт и, возможно, немножечко социофоб, для меня очень мега-супер неловко ходить по улице одной. То есть, когда я с кем-то, и мы разговариваем по ходу, то есть, как бы так, я вовлечена в беседу, и я не думаю ни о чем, я нормально и адекватно хожу по улице, как обычный гражданин. Но стоит мне только остаться одной на улице, как все, я начинаю думать о том, как я хожу, куда я иду, с каким я лицом иду. И просто мне начинает казаться, что я не думаю, что я какая-то особенная или что-то такое, но мне начинает казаться, что я иду мега странно, мега необычно, и что все замечают то, как я неправильно наступаю на свои ноги, и я начинаю... И именно от этих мыслей я начинаю просто идти криво, как будто у меня ноги подкашиваются, и я иду просто куда угодно, кроме прямого направления. Я начинаю просто идти криво, вот так вот, и вообще врезаться в столб куда-нибудь желательно. Возможно, это как-то сказывается моя социофобия, я не знаю. Очень странный и тупой факт про меня, то что в детстве я хотела стать поломойщицей. В моем детстве я не так много мыла полы, но когда я мыла, это очень заряжало меня. Я сказала маме, что я хочу стать поломойщицей, когда вырасту. Сейчас я выросла, и я не хочу стать поломойщицей. Я передумала. Хотя уборка мне все еще нравится. Но я думаю, что это не будет моей основной профессией. То, что знают про меня все мои друзья и мои близкие, это то, что я не люблю готовить, но я люблю кушать. И есть такое, что любимые блюда у меня никогда не меняются. Например, мои главные, основные фавориты — это окрошка, как ни странно, роллы и пицца. Такой немножко фастфудный набор, но это именно те вещи, которые я ем не так часто, и это не дает мне их разлюбить. Но, однако, я не могу переесть то, что я люблю. Например, когда мы ездили в путешествие на машине с Москвы до Алтая, мы ехали во время очень сильного пекла, и ехали мы около 3 дней. И каждый раз, когда нужно было, допустим, заехать в какое-то кафе или ресторан, чтобы поесть, я заказывала окрошку. Я заказывала окрошку на квасе, на кефире, на минералке, на чем угодно, но лишь бы окрошку. Под конец путешествия меня уже попросили: пожалуйста, закажи ты макароны, закажи ты что-нибудь другое, кроме этой окрошки. Ты будешь состоять на 90% из этой окрошки. Даже после этого путешествия, мне кажется, я спокойно бы ела еще неделю эту же самую окрошку. Без проблем вообще. Я обожаю кошек. Просто, мне кажется, самые лучшие, классные, ласковые животные в этом мире. И все мои мысли о будущем включают в себя кошек. То есть для меня признак успеха в моей жизни — это если у меня будет собственный дом, где я могу поселить 3 как минимум кошек, чтобы они свободно и комфортно в нем жили. Вечный вопрос возникает у людей насчет чая или кофе. На самом деле я могу пить и то, и другое, но всегда я являюсь фанатиком кофейного вкуса. Если можно купить шоколадку со вкусом кофе, десерт со вкусом кофе, я не знаю, коктейль со вкусом кофе, я возьму все это. И сам кофе я бы пила его чисто литрами, мне кажется. Потому что для меня кофе — это что-то очень вкусное, что-то приятное, что-то классное. Да и в целом, мне кажется, я немножко жертва маркетинга, что у меня кофе ассоциируется с такой моей prime era, что я очень трудолюбивая, продуктивная именно с кофе. Но есть один нюанс. Кофе вызывает у меня жуткую тревожность. И как только я выпиваю 1 чашку или чуть больше, я начинаю просто неимоверно тревожиться, я не могу сконцентрироваться, я начинаю бегать просто, не знаю, по всему пространству вокруг меня,
думать обо всем, но не о том, что мне нужно сделать на самом деле. Именно поэтому я стараюсь потреблять меньше кофеина, а если я вдруг случайно покупаю баночку кофе, то я остановиться уже не могу. И это сразу наступает для меня просто черная эра. Эра депрессии и тревоги. Потому что меньше одной чашки кофе в день я не выпиваю, если он у меня есть. И поэтому сейчас я радуюсь, потому что у меня есть дома только черный чай. Я говорю на 3 языках. На русском, английском и испанском. Русский язык — это мой родной язык, и так как я живу большую часть своей жизни в России, с рождения говорю именно на этом языке, несмотря на то, что у моих родителей, родной язык не русский, но дома мы всегда использовали именно как основной язык русский. Второй мой язык — это был английский язык. И самое забавное, что выучила я его во время карантина. Это был 2020 год, когда всех нас закрыли просто по домам, и именно в этот момент я начала догадываться, что что-то нету у меня как-то друзей, и мне не с кем общаться. И исходя из этих мыслей, я начала искать себе собеседников и друзей, сначала по России, но не найдя там каких-то soulmate'ов, людей, которые бы захотели со мной общаться, я решила переквалифицироваться на более англоязычную аудиторию. И на самом деле с английским и языками в целом лет до 10 или 12 у меня было не очень. Я была довольно-таки посредственна в языках, но в этот момент, в момент карантина, буквально через переводчик, через метод проб и ошибок, я буквально натыкала себе английский язык. После чего я уже сдавала по нему ОГЭ, и не так давно я сдавала кембриджский экзамен по нему, и у меня B2. То есть я вполне сносно понимаю и говорю на этом языке. Испанский я выучила за, можно считать, 3 года. Учить я его начала за год до того, как мы приехали в Аргентину. Этот год был не таким продуктивным, как я его представляла. Я не совсем понимала, что дуолинго и реальный язык — это 2 огромные разницы. Поэтому год я учила язык сама, и когда я приехала в Аргентину, я резко поняла, что я не понимаю ничего. Я ничего не понимаю. И пришлось мне учить язык просто, скажем так, почти практически с нуля за 2 года. И сейчас, я думаю, в испанском у меня тоже уровень приблизительно B1, B2. То есть я его использую в бытовой речи, в школе я понимаю какие-то несложные научные тексты. И я считаю, что в целом у меня нет проблем с этим языком. Также в данный момент я учу французский и немецкий языки. Так как я планирую сейчас попробовать поступать не только в Аргентине, но и в Европе, я решила учить другие романские и германские языки, конечно же. И на самом деле это 2 языка, изучение которых я откладывала больше всего. Мне кажется, французский язык я начинала учить где-то раза 3, а может быть даже и больше. И все, что я могу сказать на данный момент, это представиться и сказать «Je parle français un peu». Это все на самом деле. А по немецкому в данный момент у меня что-то между А0 и ужаснейшим А1. Мои главные хобби — это рисование и чтение. На самом деле я увлекалась довольно многими вещами и ходила на разные секции, но со мной остались именно эти 2 привычки. Еще один забавный факт обо мне — это то, что я лунатик, причем жесточайший. И на самом деле до 15 лет я действительно верила, что у меня был скол на зубе из-за того, что во сне я пошла на кухню есть пельмени и ударилась об дверь. Самое смешное, что засыпая, я могу вполне четко и громко вести диалог с кем-то, вы можете спросить у меня что-то, и я могу ответить вам полнейшую чушь и при этом думать, что я отвечаю вам вполне разумно и справедливо. Например, на вопрос «Ты засыпаешь?» один раз я ответила «Огурцы, огурцы». Не знаю, о чем я пыталась сказать, но я была уверена, что я все понимаю. Есть у меня одна ужасная привычка. Я очень много думаю и очень мало делаю. Угадайте, сколько я хотела снять первое видео на свой канал? Я хотела это сделать с 12 лет. Мне сейчас сколько? Мне 18 лет. То есть это показывает весь уровень моей, подготовки. Просто чтобы вы знали, у меня есть 30-минутное видео подготовки к этому видео. Просто чтобы начать это видео. Вещь, которую я в себе люблю, это то, что у меня отменная память. У меня действительно хорошая память, и открыла я ее не так давно, но я помню просто все самые рандомные песни, которые я слышала, все саундтреки из мультиков, все саундтреки из аниме.
какие-то странные фразы и персонажи из рандомных киновселенных, которые я смотрела где-то в детстве. И на самом деле эта моя способность действительно мне помогает в учебе. Я неплохо запоминаю, я неплохо учу языки, но иногда действительно странно знать имена всех 7 гномов из мультика, ну типа до сих пор. Я обожаю смотреть страшилки и true crime. Несмотря на то, что в детстве я до ужаса боялась любых пугалок и Смайли в том числе, сейчас я нахожу в этом какой-то, возможно, способ пощекотать себе нервишки и также, как, не знаю, способ расслабиться. А True Crime — это мой личный справочник по тому, как не надо делать на самом деле. Либо по тому, как понять, что тебя хотят похитить и увезти куда-нибудь. Надеюсь, мне это никогда не пригодится, но почему нет? Я не знаю. Еще один мой талант — я могу заплакать за минуту. На самом деле, я очкарик. И несмотря на то, что сейчас практически все носят очки, и типа это все так классно, и все такие эстетичные в этих очках, на мне мои очки смотрятся не очень хорошо. Именно поэтому я их не ношу. И планирую купить новую пару очков. Очки. Ну, то есть выгляжу я в них как-то так. Может показаться, что это выглядит более-менее сносно, но это из-за света и из-за того, что тут еще лампа отражается. Но на самом деле мне не совсем нравится их форма и цвет, и когда я их выбирала, мне казалось, что они идут мне больше, чем это есть на самом деле. Если вам кажется, что это выглядит супер, то вот так это выглядит в реальной жизни, как я выгляжу со стороны. Но на самом деле я знаю, что не носить очки вредно, поэтому я стараюсь их носить, когда это действительно нужно, но планирую в ближайшем будущем купить себе новую пару. Еще одна ужасная вещь обо мне — это то, что я огромный Плюшкин. Я не могу не собрать вокруг себя гору памятных для меня вещей. Мне кажется, что у каждого фантика, у каждого значочка, у каждой бусинки есть своя дата, свое время и человек, который мне ее дал, и поэтому она, конечно же, должна лежать у меня в комоде и переезжать со мной из одной страны в другую. Поэтому меня очень спасает в данный момент отсутствие каких-либо денег на сувениры и на все вот это подобное. Но если бы они у меня были, я бы не смогла переезжать куда-либо из-за огромного количества чемоданов. Я огромный меломан в плане музыки. Я могу слушать все, что угодно, если меня это качает, если меня это как-то затрагивает именно в плане смысла, или мне просто вайбово под это собираться в школу. То есть я слушаю все от бразильского фонка, японского попа, может быть, корейского кей-попа, обожаю BTS. Мне нравятся разные американские и русские исполнители, и не только это. Любая песня, неважно откуда она, если она звучит прикольно, я ее скачаю, я буду слушать ее до дыр. Еще один странный факт про меня, который мне самой кажется очень странным, это то, что я не могу ходить в носках по дому, особенно если пол не идеально чистый. Меня раздражает то, что я не могу чувствовать ногами грязь и пыль, как бы это странно ни звучало. Когда я без носков, я чувствую всю грязь и пыль и сразу иду мыть ноги. А когда я в носках, мне не нравится, что носки собирают на себя всю пыль, и я этого не чувствую. И, возможно, есть в этом что-то нейроотличное, но я не уверена. Возможно, это странно. Забыла кое-что сказать. Я, можно сказать, человек мира. По национальности я метис. То есть у меня есть русские корни, у меня есть алтайские корни. Алтайцы — это коренной народ как бы Алтая, логично. И азербайджанские корни, то есть народа Азербайджана. Мой папа из Азербайджана. Так получается, что в России меня принимают за... Я не знаю, за кого меня принимают. Возможно, за китайца, возможно, за таджика, возможно, за узбека. Я не знаю, за кого меня принимают в России, но точно не за русского. За границей меня принимают просто за кого угодно. Меня иногда принимают за русскую, меня иногда принимают за китаянку. Иногда в Латинской Америке меня принимают за бразильянку. С одной стороны, это немножечко странно ощущается, но с другой стороны, я могу влиться в любой коллектив и не отсвечивать. Я могу стоять в толпе русских, и никто не подумает, что я русская. Один мой грешок за мной есть, это то, что я обожаю, просто обожаю кромсать свои волосы. Пожалуйста, отстригите мне все волосы, оставьте меня лысой, но только дайте мне подстричься, и я буду счастлива. Как только мне исполнилось лет 11-12, я открыла для себя функцию отстригания челки. И именно с этого пошло, что я придумала себе идею, что я хочу послойную прическу. Каждый раз я просила родителей, чтобы меня отвели в салон и постригли мне прическу, которую я хочу. Естественно, на моих волосах было невозможно постричь какую-то
сложную прическу, потому что они пушистые. И каждый раз из салона я выходила с немножко странными волосами. После чего я стала стричься только с моей мамой, которая лучше всех стрижет мне то, что я хочу, а именно какой-то немножко артхаусный стиль и обязательно короткие волосы. Это были и корешки, это были и стрижки под мальчика. Занесло. Но на самом деле я никогда не жалела о том, что я отстригла волосы. И это были все 25 фактов обо мне. Возможно, я что-то не рассказала, возможно, вам что-то еще интересно, поэтому буду ждать вас в моем, еще раз, телеграм-канале. Там вы можете задать любые интересующие вас вопросы, и на них я обязательно отвечу, либо можете написать внизу в комментариях под видео. Сейчас я отвечу на вопросы, которые мне уже задавали мои любимые близкие, друзья и просто подписчики в канале. Первый вопрос. Какая твоя самая любимая манга, песня, аниме, персонаж сейчас? Сколько у тебя зубов? Моя любимая манга — это «Очень приятно, Бог», потому что это в целом одна из первых манг, которую я читала именно после аниме, потому что я очень ждала продолжения. А так у меня очень много любимых произведений, именно манг. Какая моя любимая песня? Насчет песни на самом деле очень сложно сказать, потому что я слушаю совершенно разные песни. Но сейчас посмотрим именно в приложении, где я слушаю музыку. Монеточка Self Harm, LSP Шиншиллы и Soda Pop — это K-pop Demon Hunters. Это вообще саундтрек из мультика. Это то, что у меня играло буквально последнюю неделю чаще всего. Сколько у тебя зубов? Я не досчиталась, честно говоря. У меня столько кариеса, что, возможно, они уже все отпадут очень скоро. Легче посчитать, сколько у меня здоровых зубов, чем нездоровых. А в целом зубов я не считала. Какие у тебя лучшие рисунки? В целом, сколько их и почему ты захотела рисовать? Наверное, начну в обратном порядке, наверное. Почему я захотела рисовать? Это тоже интересная история. Где-то лет в 11, как только я переехала в Москву, я активно начала смотреть самых разных блогеров на YouTube. Это были блогеры, которые очень много рисовали. А в особенности Сюзанна Гунько. Сейчас у нее канал называется вроде как по-другому, и она уже как бы так не так много рисует, но тогда она была как бы так одним из самых популярных арт-блогеров, по крайней мере, которых я знала. Это так меня вдохновило, я подумала: вау, я тоже так хочу, я буду рисовать так же, а может быть и лучше. И именно тогда я просто уговорила родителей купить мне первый скетчбук. Я его сама украсила, как я считала тогда, очень шикарно. И, конечно же, первые мои рисунки в нем были капец какие неудачные. Но для меня это был уже, конечно, верх мастерства. И после этого я, наверное, сменила тоже около 10 разных скетчбуков за несколько лет. И в общей сумме у меня было больше 200 рисунков точно. Учитывая серьезные рисунки, а не какие-то маленькие зарисовки. На самом деле, в какой-то момент, где-то в 9 классе, я действительно думала, что стану художником, но мне кажется, что моих навыков не совсем хватало для профессионального рисования, и я не хотела делать из этого свою какую-то работу, свое какое-то обязательство, которое бы разрушило, там, не знаю, мою любовь к этому. И именно поэтому я решила не становиться художником и оставить это как хобби для себя. Какие у тебя лучшие рисунки? На самом деле очень грустно это признавать, но в последнее время я рисую очень мало, катастрофически мало для меня. На какие-то супер идейные рисунки у меня не остается времени. А раньше мои любимые и самые классные рисунки, которые я считаю лучшими, это те рисунки, которые я рисовала на где-то 3-м или 4-м году моего увлечения. То есть я уже рисовала не так плохо, я все еще хотела стать лучше, и у меня был просто фонтан идей и вдохновения, чтобы рисовать. Просто сейчас я рисую в разы лучше, чем рисовала раньше, но сейчас у меня нет как будто бы такого огонька, нет столько времени и нет столько идей, чтобы это реализовывать. Я очень хочу к этому вернуться, на самом деле. Я считаю лучшими те работы, которые содержат в себе какую-то душу. Не обязательно они должны быть хорошими. Следующий вопрос. Если бы можно было стереть одно изобретение из истории, что бы ты выбрала? Все, что связано с ядерным оружием, все, что связано с бомбами, потому что на самом деле большой пользы от этого нет, но есть очень много риска, очень много опасности от того, что эта сила находится не в тех руках, не в тех, не знаю, кругах. Должна ли существовать полная свобода слова? Я думаю, что свобода слова должна существовать,
полное не обязательно, потому что самое главное как бы правило этой свободы слова: твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И то есть, да, ты можешь выражать свое мнение, ты можешь выражать свои какие-то желания, свои какие-то идеи, но это должно как-то быть немножко ограничено рамками этики, рамками, не знаю, не закона, конечно же, но какой-то этики, морали и человечности. То есть, да, ты можешь балаболить все, что ты хочешь, но фильтровать это тоже надо, я считаю. Как ты можешь доказать, что ты не в матрице? Теперь я почитала определение матрицы более точное, и мне кажется, я в ней живу. Что самое смешное, что у меня очень часто есть то самое ощущение дежавю, как будто я живу эту жизнь не в первый раз. Ну, то есть не то, что я живу ее не в первый раз, я проживаю некоторые моменты как будто бы не впервые. И причем я это осознаю именно в моменты, когда они происходят. То есть я не вижу будущее, мне очень часто бывает такое, что есть дежавю. И на этом закончились вопросы обо мне, а также факты. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и мы с вами познакомились чуть получше. Либо вы узнали обо мне впервые, либо мы с вами познакомились еще круче. Пишите о себе в комментариях. Мне тоже очень интересно узнать, кто меня смотрит вообще, из какого вы города, сколько вам лет. Также заходите в другие мои соцсети, например, в Инстаграм и в Телеграм. До скорых встреч и всем пока-пока!